Ну, в общем, вот такой у меня отрез ткани. Обратите внимание, здесь криво, здесь криво. И получается, если, конечно, эти махрушки тоже не считать, получается даже меньше 50 сантиметров, всего 48. Поэтому здесь выбирать не приходится. Так, сейчас я прикладываю спинку, она у нас выше. И смотрим, что получается. В принципе, получается. Единственное, что я хочу все-таки сделать со сгибом спинку и со сгибом полочку. Так, возможно, у меня даже получится побольше, если я вот так буду отдельно сгибать спинку и полочку. Складываем вот так в два сложения. И линия кромочки должна быть параллельно линии сгиба. Проверяем это вот таким образом. Если здесь у меня 29 сантиметров, здесь тоже должно быть 29, а у меня 28. Вот так я ее выправляю. Вот поэтому и говорю, что кривая линия, то есть кривой вверх. Так, сейчас у меня 29. И все еще не дотягиваю до 28. Еще чуть-чуточку совсем. Вот такая получается кривизна. Так, 29. Еще раз проверяем 29. Все, теперь мы можем прикладывать спинку. Так, я прикладываю. Здесь смотрю, чтобы мне еще хватило на шов. На шов оставляем сантиметра полтора, потому что ткань у нас очень сыпучая. Так, здесь должна линия быть, сгиб должен быть ровненький. Так, я уже ориентируюсь по своему коврику. Сюда мы добавляем также 1,5 сантиметра, потому что у нас швы будут в разутюжку. По верху 1,5 сантиметра проверяю. Ну и по низу у нас еще может быть какая-то длина. Да? Сейчас я посмотрю, что у нас получится. По линии бока, без припусков я измеряю. Так, ну и сколько? В принципе, если вот так, получается 50. Сделаем 50, ну там еще на подгибку сантиметра 2 уйдет. Я думаю, что нормально будет 48 сантиметров для девочки. Возможно, даже еще буду уменьшать. Значит, я сейчас здесь отметочку ставлю 50 сантиметров. Хотя хотелось бы еще и пояс. Очень надеюсь, что у меня здесь войдет еще и пояс. Так, значит, 50 сантиметров ставлю отметку. Что у нас тут получается? 8,5. Значит, сюда тоже 8,5. Можно, в принципе, здесь-то у нас немножечко неровная линия. И вот так от этой линии. А здесь уже можно по прямой. Возможно, даже придется после того, как мы вырежем, чуть-чуть срезать еще вот эту линию боковую. Так, я, наверное, сразу, потому что здесь по косой, и здесь она растянется. В любом случае, сразу вот так 0,5 уберу от низа. Ну и теперь сюда я прибавляю 1,5 сантиметра. Можно под линеечку. Если вы можете на глаз, то, пожалуйста, на глаз. 1,5 сантиметра я сюда добавляю. К выточке я ничего не добавляю, я ее вырезать здесь не буду. Выточка достаточно маленькая, узенькая. Просто прорисовываю линии, стороны выточки, чтобы мне их можно было красиво, правильно сшить. Ну и дальше я повторяю, то есть продолжаю 1,5 сантиметра кверху добавлять. Вторую выточку я тоже прорисовываю. И сюда тоже 1,5 сантиметра.
То есть полностью по боковой линии мы прибавляем 1,5 сантиметра. Эту линию я продляю дальше и просто соединяю от последней точки так до низа. Ну а здесь я просто их соединяю, все эти мои точечки. Мы, конечно, должны соединить вот так прямой, то есть вырезать мы будем с вами полностью вот так. Обязательно я ставлю метки, где у меня центр выточки, то есть вершина выточки. Вот она у меня, где вершина выточки. И здесь. Вот так. Выточки перенесем на другую сторону с помощью булавок. Пока убираю выточки, то есть выкройку, и можно сразу вырезать спинку. Так, сейчас вырежу и смотрю, вошло у меня все, да, красиво вошло, все ровненько, никаких махрушек. Видите, эта линия боковая, она получилась более плавненькой такой, красивенькой. Здесь никаких не будет неприятностей, когда мы сошьем эту линию. Сошьем, разутюжим, все будет красиво. Но единственное, я говорю, что возможно мне придется укоротить низ. Но если я, допустим, на 2-2,5 сантиметра сделаю подгибку, то будет хорошо для девочки молоденькой. Молоденькая, маленькая, худенькая, она меньше, ростом меньше, чем 160 сантиметров. Вот такая вот у меня девочка. Все, полочка, то есть спинка готова. Переносим с помощью булавок выточки на другую сторону. То есть мы сейчас с вами прокалываем вершину выточки. Так, вторую вершину выточки сразу прокалываем насквозь, чтобы на той стороне булавочка показалась. И края вот здесь, у самого-самого края, у самого среза, края выточки, стороны выточки прокалываем. И также вторую. Переворачиваю. Вот они мои булавочки. И я ставлю отметки вершина выточки, сторона, сторона и стороны второй выточки. И теперь можно булавочки убрать, можно оставить, в принципе, если они вам не мешают. Соединяем эти меточки. Таким образом мы с вами перенесем идеально ровные, идеально точные выточки на другую сторону. Никогда не будет проблем с какой-то там кривизной, не так нарисовала, не так перенесла. Готово. Убираем булавочки и спинку пока откладываем. Складываем ткань для полочки. Тоже в 2 сложения. Я уже, наверное, вот так с этой стороны буду максимально. Вот здесь она уже пошла, видите, как сильно в кривь. Прям видно, заметно сразу. Так, здесь, если у нас будет 29, должно быть, да? Ну-ка, ну-ка. Что-то прям мне совсем ничего не остается для пояса.
29. Цепляется ниточка. И сюда 29 прям сразу ровненько легла. Ну и смотрим, что мы можем с полочкой сделать. Так. Здесь, сейчас посмотрим. Там я прибавляла 8,5 сантиметров. Ой, я, кажется, сюда вхожу прям идеально. Так, чуть-чуть еще можно так вот снизить на полмиллиметра. Так, чтобы здесь у меня как раз вошла вот этот уголочек. Все хорошенечко выравниваю, чтобы не было никаких неприятностей. Итак, к низу сразу добавляю 8,5 сантиметров. Сейчас прорисовываю низ и обязательно еще раз просмотрю, чтобы у меня весь подол вошел. Ой, все входит, слава богу. Так, сюда продолжаю. Теперь сюда я прибавляю по 1,5 сантиметра. Сразу можно продлить эту линию вниз. Сразу, пока не забыли, 0,5 вверх. И плавненько уже вот к этим точкам нашим. Так, продолжаем 1,5 сантиметра к боковой линии. И, конечно же, кверху 1,5 сантиметра вот так по линии. Вот здесь я прям уперлась в эти махрушки. Прям повезло мне. Так. Немножко съехала. И обязательно прорисуем выточку. И также переносим выточку на другую сторону. Сначала я вырежу полочку, потом перенесу выточки на другую сторону. И буду смотреть, что у меня осталось, хватит ли мне вообще на придаточный пояс. Хотя бы на самый-самый тоненький. Можно, кстати, сделать пояс двойной. Внутренняя часть из другой ткани, но желательно, конечно, тоже из натуральной, чтобы она хотя бы максимально была приближена к свойству этой ткани. Ну вот не знаю, что у меня тут вообще получится. Взяли остаток, да он оказался такой маленький, я имею в виду, мало того, что кривой, а еще и по ширине не стандарт, всего 120 сантиметров. Ну и вот, что у меня осталось. Посмотрите, какая она эластичная, эта ткань.
просто максимально эластичный по ширине. Он по ширине хорошо тянется, по длине нет. Возможно, из этого кусочка что-то я придумаю. Ну, в общем, я посмотрю еще. Конечно, размечталась я сильно насчет пояса и всего остального. Так, переношу выточку.